четвертом эпизоде про Боню мы почти не будем говорить про Боню. Разве что подметим, насколько интересно смотреть на волну общественного одобрения клинча с Соловьевым. Кажется, уже все селебрити записали по видосу, где склоняют главного пропагандиста на все лады. И это важный момент. На него надо обратить внимание. Порой нам с вами бывает трудно удивляться тому, что вообще-то должно быть удивительно. Просто мы к происходящему привыкаем и перестаем обращать на него внимание. Вот мы на интуитивном уровне все понимаем, что Владимира Соловьева ненавидят примерно вообще все. Неважно, с кем Соловьев сцепился, с Василием Уткиным, с Викторией Боней или с кем-то еще. Если ты сам публичное лицо, можно даже не разбираться. Фигач Соловьева, защищай его оппонента и не ошибешься. Все же помнят историю соловьиного помета. Ведущий главного развлекательного шоу в стране Иван Ургант очень обидно задел главного пропагандиста. И это вызвало у публики абсолютнейший восторг. Пахнет достаточно приятно. А что это? Это соловьиный помет. Натуральный соловьиный помет. Во-первых, это хорошее название для шоу на канале «Россия». Не у публики «Эхо Москвы», а у самого широкого и довольно аполитичного круга зрителей совершенно безобидной развлекательной передачи. Владимир Соловьев для наших селебрити — это как Дональд Трамп для европейских политиков. Посылай нахер и не ошибешься. Люди всегда оценят. И это удивительно, потому что Соловьев ведь голос государства, типа говорящий Путин. Не Песков, который источник для журналистов. С гражданами-то говорит именно Соловьев, доносит до них официальную версию событий. С кем бы этот говорящий Путин не вступил в конфликт, с этниками, с юмористами, с футбольными комментаторами, с Викторией Боней, на его сторону не встает вообще никто, кроме тех, кому он зарплату платит. Это к извечному вопросу о поддержке-неподдержке, об одобрении. Каждый раз оказывается, гражданам только дай волю высказать все, что они об этом государстве думают, и они опцией этой непременно воспользуются. Когда над гражданами не висит статья, ведь не существует статьи за дискредитацию оберпропагандистов, мы начинаем понимать, что люди думают на самом деле. Вернее, не понимать, мы-то и так понимаем, мы начинаем прям видеть это воочию. И это поразительно. С какой страстью россияне открыто ненавидят государство каждый раз, когда находят способ делать это безопасно. Теперь перейдем к нашей главной теме. Сначала только напомню, по ссылке в описании мы, как всегда, собрали актуальные способы по обходу ограничений интернета в России. У нас там и такой светофор VPN-ов есть, чтобы посмотреть, что работает сегодня, что работало на прошедшей неделе. А еще хочу напомнить про наш проект «Релокац». Он развивается. Теперь он помогает с оформлением ВМЖ, ПМЖ и гражданству, прям сам. Там много интересного про разные страны, про возможности релокации в них. От того, как получить, собственно, визу, до того, как там снять квартиру. Зайдите, посмотрите. Ссылка в описании. Все, начинаем. Итак, вернемся к главной нашей теме – атаки на интернет. Это, конечно, вопрос, по которому явно произошел слом общественного мнения. И это не надо недооценивать. Государство при Путине всегда очень опасалось залезать в повседневность граждан, в их бытовую жизнь. В наиболее очевидной форме это проявилось в ковидные времена. Именно тогда мы увидели, на чем реально заканчивается авторитарная власть. Мы видели демократии, которые вели себя очень жестко в вопросе карантинов и прививок. Демократические правительства, которые вполне уверены в своей легитимности, были уверены и в том, что их власти хватит на введение суровых ограничений в жизнях людей. И мы видели наш режим, который вроде бы всегда жесткий и жестокий, но когда дошло до того, чтобы власть эту употребить по делу, прикинулся ветошью. Оказалось, когда начальство само себя назначило начальством и про цену своей легитимности в целом все понимает, тогда оно, с одной стороны, многое может. Переписать под себя конституцию, обнулить сроки, митинги разогнать, политические дела фабриковать. Но закрывать кафе и рестораны не может. Организовать всеобщую прививочную кампанию нормально тоже не может. Оно вообще не может с граждан ничего толком потребовать. Оказалось, авторитарная власть держится не столько на дубинках и уголовных делах, сколько на том, что граждане имеют возможность власть такую игнорировать. Есть какое-то начальство, которое где-то там занято какими-то своими делами. Кушать вроде бы не просит. Да, ворует. Да, херню какую-то несет постоянно. Но это его начальство дела. Воюет со своей Америкой, с НАТО, с кем хочет. Традиционные ценности блюдет, о духовности рассказывает. А народ тем временем ходит куда хочет, смотрит, что хочет. И
Что-то там отвинчивает, отламывает и откручивает. Преданно, глядя при этом государству в глаза. Большое государство и большой народ живут каждой своей жизнью. Граждан совершенно не удивило, что государство не заплатило ни копейки компенсации во время ковида. Не удивили нерабочие дни за счет работодателя. Вся эта застенчивая брехня и словечки вроде самоизоляции. Все это отгребание от себя ответственности. Было бы гораздо удивительнее, если бы начальство вдруг сказало: граждане, мы тут в ФНБ кучу денег накопили на черный день. Вот черный день настал, так что вот вам, граждане, доля от национальных богатств. От пионера до пенсионера все прекрасно понимали: царь Кощей над златом чахнет не для того, чтобы им с кем-то делиться. Зато карантинные меры де-факто продержались пару месяцев и самоотменились. Зато все закрыли глаза на цветущий рынок купли-продажи справок о вакцинации. Зато государство вообще не мешало игнорировать ковид как явление. Оказалось, государство может избить людей дубинками на площади, а добиться укола в плечо вот не может. То же самое повторилось, когда началась война с Украиной. Сама война не вызвала в обществе какого-то особенного шока. Потому что война – это дело начальства. Оно себе само войну придумало, решило, что ему зачем-то нужен Киев, так вот пусть само и занимается. Настоящий политический кризис пришел не с войной, а с мобилизацией. Потому что война – это начальство. Оно начало ее по своему желанию, никому ничего не объяснило. Так какого же лешего оно нас туда тащит? Про 1% и 1 сухарик бабушке своей пусть рассказывает. Сами придумали, сами и воюете. Как в случае с ковидом, так и в случае с мобилизацией режим настроения эти улавливал. И вовремя останавливался. Понимал, куда ему лезть не стоит. Нельзя свои проблемы распространять на все общество. Ну нет у режима такой власти, чтобы это сделать. Она есть только у тех, кого общество избрало. А те, кто сам себя назначил, должны сидеть тише воды ниже травы и оттуда особо не отсвечивать. Вот ситуация с интернетом в этом смысле сильно отличается. Чем? Скажем, после небольшой рекламы. Если вы эмигрировали или много путешествуете и подолгу бываете за границей, то знайте. Сегодня важно не просто иметь карту зарубежного банка, чтобы платить без проблем и подтверждать наличие средств на счете для получения визы. Лучше всего иметь несколько счетов в банках разных стран, потому что никогда не знаешь, где, как изменится законодательство, и лучше быть к этому заранее готов. Хорошо, что сейчас зарубежную карту можно открыть удаленно и быстро. Например, с этим помогает сервис MasterCard Bridge, который основал мой зритель Данила. Данила работает с банками напрямую, поэтому цены у него доступнее. А еще он дает гарантии. Если карту открыть не получится, например, если ситуация резко изменится, то деньги вам вернут в полном объеме. Если у вас уже есть карта Казахстана, Данила поможет ее продлить на 5 лет и доставит вам. Данила помогает открывать карты с 2022 года. Сейчас цены на эту услугу лучше, чем когда-либо. Но есть проблема. С каждым месяцем возможностей для открытия зарубежного счета все меньше. Поэтому лучше с этим не тянуть. Сроки открытия от 1 дня. Карты можно расплачиваться в зарубежных магазинах, оплачивать сервисы Spotify, Netflix, Steam, ChatGPT и другие нейросети. Сможете пользоваться Свифтом, бронировать отели и авиабилеты, подключить карты к Apple и Google Pay, хранить деньги на зарубежном счете в валюте и даже получать с этого проценты. Пополнять можно с российских карт или выводить на них. Прямо сейчас у MasterCard Bridge действует акция «Скидка 30% на открытие карты по промокоду MaximCats». Успейте открыть карту на самых выгодных условиях. Ссылка в описании. Продолжаем. Мы говорили, что раньше, будь то хоть ковид, хоть мобилизация, государство понимало, куда ему не стоит лезть. Ситуация с интернетом отличается тем, что здесь отступать некуда, по крайней мере, так полагают Путин и его ручные чекисты. Почему мобилизацию можно было так легко свернуть? Потому что не дойти до Киева, Одессы, Харькова, даже до границ Донецкой области, или там потерять Херсон, это все не проблема реального мира. Это цели никому не нужные. Есть Херсон, нет Херсона. Есть Купянск, Донецк или нет, никакого значения это все не имеет. А вот если усердствовать в своих мобилизационных мероприятиях, можно и до одиночных камер в Черном Дельфине дойти, прям полным начальствующим составом. А интернет — это совсем другое дело. Еще до событий в Иране были какие-то шансы пересидеть, перетерпеть, просто дождаться хотя бы выборов. Но после де-факто гражданской войны
агентов Моссада в камерах наблюдения и убитого верховного лидера? В забу дыхание сперло. И никто терпеть теперь не собирается. Интернет в глазах начальства уже окончательно стал вражеской технологией, которая его убьет. Иран отключил интернет во время протестов. И это проблема, потому что надо было задолго до. Кажется, это единственный вывод, который был сделан. Что кто-то обязательно сдохнет, либо интернет, либо режим. Поэтому к выборам приходится идти вот в таком вот интересном состоянии. Государство активно вредит гражданам, лезет в их частную жизнь, а граждане его за это активно ненавидят. Что хуже, граждане о существовании государства в принципе вспоминают. Вспоминают о существовании политики, о том, что хренов этих вообще-то никто не выбирал. И могут граждане захотеть это дело исправить, взять да и сходить на выборы, например. Любой человек, который высказывается в защиту интернета сейчас, без разницы как, прямо, косо, злобно или аккуратно, сразу же получает прилив общественной поддержки, становится героем. Обратите внимание, со всем остальным тоже все не очень хорошо. С экономикой состояние аховое. Налоги, сборы, тарифы, акцизы – все повышено до предела, и государство продолжает искать, где бы граждан обобрать еще. Недели не проходят без новости об очередной светлой инициативе за что-нибудь срубить бабла. Докопались уже даже до переводов по СБП. По идее, состояние экономики, сокращение спроса, закрытие бизнесов, сжатие инвестиций, массовые сокращения во многих отраслях и даже в госаппарате, инфляция, рост налогов – все это должно быть главной политической темой в любых режимах. Людей в первую очередь интересует, почему огурцы стали стоить дороже, чем мясо полгода назад. Люди, наблюдая, как их друзей и коллег увольняют, сначала переживают о своем рабочем месте, а уж потом обо всем остальном. Но вот у нас как будто бы не так. Как будто не жили богато, а нечего и начинать, это как бы часть нашей национальной культуры. Хорошие времена воспринимаются как исключение, как отклонение от нормы. Да, государство хочет какие-то лютые и безумные абсолютно бабки, например, за привоз подержанных автомобилей. Ну а когда не хотело? Когда вело себя иначе? Ну да, какое-то время удавалось таскать машинки за относительно нормальные деньги. Ну так вот и надо было успевать, пока государство не очухалось. В России это особый скилл – успеть заработать, потратить и пожить в свое удовольствие, пока не раскулачили. Может, именно этим и была вызвана некоторая избыточная роскошь, чрезмерно демонстративное потребление первых лет войны. Предчувствуя кризис, наш человек не поджимается, не зашивает наличные в матрас, а тратит на всю катушку, живет как в последний раз. Потому что вполне может быть, что это и есть последний раз. Не потратишь сегодня, заберут завтра. Все апероли, которые не выпьешь ты, выпьют солдаты НАТО. Возможно, в нашей культуре экономические беды воспринимаются как нечто естественное, просто периодически бывающее. Но слишком много кризисов пришлось на память даже молодых людей. А вот интернет – дело другое. Это абсолютное благо. И какими бы бессмысленными симулякрами не были новые люди, КПРФ и вся так называемая системная оппозиция, совсем отбить у себя политическое чутье не удается даже им. Даже они вынуждены застенчиво высказываться в защиту интернета. А этого сейчас уже достаточно. Не надо рвать на себе тельняшку. Просто звучи чуть более адекватно, чем эти упыри со своим «ломаем интернет, потому что хотим». И тебя начнут любить уже за это. Конечно же, найдутся умники, которые скажут: а какая разница, КПРФ, новые люди, еще кто-то, это ж все суббренды Единой России. Все одинаковые с лица, там и клейма негде ставить. Это почти так, да не так. Если бы не имело значения, какая из допущенных до выборов партий выиграет, то не было бы нужды ни в фальсификациях, ни в электронном голосовании. Если бы не имело значения, то не вкладывалось бы такие ресурсы в нужный результат одной единственной партии. Новые люди безвредны и абсолютно лояльны, когда сидят с 13 мандатами при конституционном большинстве Единой России. Если они реально получат прилив общественной поддержки, разговор будет совсем другим. С ними придется торговаться, договариваться. Причем уже не с позиции силы. Не дай боже, ваш самый бессмысленный и управляемый миньон внезапно ощутит, что он тут на самом деле власть, что у него мандат от народа. Да и вообще, а что делать, если к сентябрю у новых людей будет 50%, у КПРФ 30%, а у Единой России 10% поддержки по всем опросам? Как поступать власти, если в урнах будет такой результат лежать? Нарисовать Единой России 60% все равно? Или позволить занять парламент техническим кандидатам,
которых набрали просто за тем, чтобы место в бюллетене заткнуть и пытаться формировать из них послушное большинство в ситуации, когда за ними народная поддержка и депутатская неприкосновенность? А что делать со всеми теми уважаемыми людьми, которым вы уже мандат в Госдуме пообещали, и они за него заплатили куда надо и сколько положено? Ситуация с потенциальным уходом в ноль рейтинга партии власти совершенно не безобидна, а наоборот очень опасна для такой системы, как наша. Это масштабный политический кризис, похлеще любых митингов. И это совершенно реальный сценарий. Причем, что особенно плохо в случае выборов, почему их вообще побаиваются? Выборы – это легальная возможность высказаться против власти. На митинг ходить страшно, писать в интернете опасно. Но голосование за допущенную партию сделать криминальным-то нельзя. Нельзя докопаться до человека, который публично говорит: «Я поддерживаю новых людей». Или там КПРФ. Это ж не ФБК, не экстремисты, не террористы. Даже не внесистемная оппозиция. Это вторая или там третья по масштабу легальная партия в стране со своей фракцией в Госдуме. Невозможно никого преследовать за то, что он призывает вместо «Единой России» голосовать за новых людей. Атака на интернет – это точка сбора всех недовольных настроений. А выборы – момент, когда их можно солидарно выразить, безо всяких рисков. Идеальный просто шторм. Понятно, что системная оппозиция будет вести себя в высшей степени осторожно. Но опять же, никто от них и не требует залезать на броневик. Они для недовольных граждан могут выступить инструментом даже помимо своего на этот счет желания. Их могут начать поддерживать просто назло, даже если они громко будут кричать, что делать этого ни в коем случае не надо. Почему наш режим допустил такую ситуацию, объединяющую против себя идею прямо накануне выборов? Ну, когда власть в стране переходит от политтехнологов, на которых все держалось четверть века, к дуболомам, которые умеют только пытать на допросах, такие казусы имеют свойство происходить. В каких-то режимах чекистам доверяют монетарную политику и получают макроэкономическую катастрофу. У нас им отдали интернет и рискуют получить катастрофу политическую. До завтра.